Привет всем, вы на канале Китай QX, и у нас очередная посылочка из Китая. Вот так вот она выглядит. Почему она выглядит вот так? Потому что, если вы помните TV-приставку, то клавиатура приехала уже довольно давно. Я ее это все время тестил, и теперь могу немного про нее рассказать. Работает отлично, конечно, но надо же поподробнее, правильно? Значит, стоимость этой клавиатуры 8, 9, 10 долларов, в зависимости от продавца. Ссылочки будут все в описании. Вот так вот выглядит. Пришла в обычном вот таком вот пакете пупырки и была еще в одной пленочке, и на этом все. То есть упаковка, конечно, не очень. Что у нас по аккумулятору? Вот такой вот аккумулятор стоит, нокиевский, да, получается BL5C. Вот так вот он ставится просто, ничего особенного. Аккумулятор у нас на 400 мА. Хватает этого аккумулятора, ну, если вот каждый вечер пользоваться, да, вот, например, к телевизору каждый вечер подключать, искать какие-то фильмы, кляцать с подсветкой, хватит вам, ну, максимум на 2 недели. Это максимум, это каждый вечер. И то это вот так напечатали что-то, нашли, и все, смотрите фильм. Там 2 раза попечатали на ней, нашли, что вам надо, и все. Если, конечно, конкретно пользоваться, то где-то на неделю. Без подсветки хватает дольше. Значит, что по поводу индикаторов? Вот если включить, вот светится первый индикатор. Индикатор первый говорит о том, что у нас клавиатура включена и она заряжена. Если она будет разряжена, она будет моргать. Этот индикатор будет моргать, и в конце концов он практически погаснет и перестанет светиться, и тогда ваша клавиатура вообще не будет работать. Но когда начинает моргать индикатор, появляются глюки, то есть бывают спонтанные нажатия какие-то, мышка по экрану бегает, и как будто, знаете, тачпад сам срабатывает. Но это когда клавиатура уже севшая. Забыл сказать, второй индикатор у нас светится при зарядке клавиатуры, когда она полностью заряжена, он гаснет. Третий индикатор у нас светится тогда, когда мы что-то нажимаем, то есть он подает сигнал, что идет передача данных. Как вы видите, она переходит в спящий режим. То есть, чтобы ее опять активировать, надо нажать любую кнопку и потом уже начинать печатать. Тут есть подсветка, как вы видите. Она не очень равномерная, но за 8 долларов с этим можно мириться. Значит, нажимаем FN и F2. Меняется цвет, можно выключить, зеленый, синий, красный. Смотрите, зажимаем FN и вводим вот так по клавиатуре. Тут больше выбор цветов, тут вы можете прям настроить классно. Значит, смотрите, что еще никто не показывает. Как включить подсветку, которая меняется, RGB подсветку. Значит, зажимаем FN, как я вам сказал, вот у нас просто меняются цвета. Но если мы оставим палец на тачпаде и отпустим FN, то клавиатура переходит в режим вот такой вот изменения цвета. И почему-то из обзорчиков, сколько я смотрел обзоры на эту клавиатуру, никто этого не показывает. Может, просто люди не знают, но вот будете знать, что у этой клавиатуры есть вот такая функция. Работает она, значит, как? Назад вот давайте вернем. Да, вот зеленый у нас. Зажимаем FN, делаем вот так пальцем, неважно, любой цвет, да, вот допустим зеленый, и отпускаем FN. И все, клавиатура переходит в режим смены цветов. Если вы ее выключаете, вот я ее выключил, опять включаете, этот режим сохраняется. Все цветовые режимы сохраняются. Плеером управлять можно алфавиты русский, английский. Да, там можно выбрать русский, английский, можно английский. Там еще куча языков у продавца есть. Значит, чтобы поменять язык, Ctrl и пробел у нас, получается, меняет просто язык. Если, конечно, он настроен. Если у вас будет выбран один язык, это работать не будет. Зажав кнопку FN и нажимая пробел, вы изменяете скорость курсора. Сейчас я вам это все покажу на Android приставке. Магазин на Алиэкспрессе утверждает, что эта клавиатура не работает с смарт-телевизорами LG и Samsung. Короче, они не работают на Tizen и они не работают на WebOS от LG. Не знаю, проверить пока не могу, у меня таких систем нет. Когда будет, я проверю обязательно и напишу. Ну, продавец утверждает, что не работает. Да, тут еще вот сюда вот вставляется USB типа как маленькая флешка. Она сейчас у меня вставлена в мою приставку. Сейчас вы видите кадры.
Ну что ж, давайте переместимся и посмотрим. Мы заходим в Bluetooth по поводу подключения. И тут должна появиться клавиатура. Вот наша клавиатура. Для того, чтобы она вышла в режим поиска, надо зажать FN F1. И вот этот индикатор начнет моргать. Если он начал моргать, значит клавиатура в режиме поиска. Она появляется у вас на вашей приставке и вы подключаете. Этот индикатор должен перестать моргать. После того, как он перестанет моргать, клавиатура заработает. Вот видно, да? Полностью рабочая клавиатура. Мышка вон бегает. Короче, вот так. Итак, значит, вот непосредственно мы переместились на телевизор. Вот клавиатурка, вот так вот светится. Давайте выберем другой цвет. Давайте вот такой вот синенький. Конечно, первый раз ее надо подключить. Вот тачпад работает. Сейчас очень большая чувствительность. Нажимаем FN. И пробел, и чувствительность меняется. Уже намного меньше. Еще раз. Намного быстрее. Еще раз. Уже медленнее. Там, я не помню, 3 режима вроде всего лишь есть. Вот так вот курсорчик у нас бегает. То есть, также можно управлять вот этими клавишами. То есть никаких проблем в этом нет. Мы вот так центр — это выбор. Нажали, все, выбрали. Клавиатура, понятно, работает как клавиатура. Сейчас мы куда-нибудь зайдем, это все проверим. Давайте в Chrome. Заходим в Chrome, допустим, да, вот в браузер. Вот тачпадом мы выбираем, что мы хотим печатать. Да, появляется эта клавиатура, ее можно выключить, эту клавиатуру, но я ее оставляю, я имею в виду электронную клавиатуру. Я ее оставляю, потому что иногда я не пользуюсь этой клавиатурой, когда мне там, не знаю, лень или что-то. У меня пульт ближе под рукой, я взял пульт, бегом себе накляцал и все. Но эта клавиатура параллельно с той тоже может работать. Например, YouTube. Но если вы нажмете просто Enter сейчас, вот когда у вас электронная клавиатура есть, она выберет от букву F, потому что на F. То есть надо выбирать именно стрелочку. И нажимаем типа поиск. Вот. Типа все классно работает. Опять идем в поисковую строку и пробуем менять язык. Как вы видите, он поменялся. Вот. Я больше напишу, чтобы было понятнее. Да, вот так вот. Раз, два, три. Язык меняется. Ctrl и пробел. Теперь вот у нас русский язык. Как вы видите. Еще подсветку поменял. Ну ничего. Вот, русский язык. На этой клавиатуре у нас ничего не меняется. На этой клавиатуре нам надо выбрать именно вот значок. И эту клавиатуру, как я и говорил, можно выключить электронную. То есть в этом проблем никаких нет. Это все делается в настройках. То есть если у вас такая приставка, как у меня, зажимаем центральную кнопочку, как у меня вот в данном случае. Нажимаем настроить Android и идем настройка устройства. В настройке устройства уже мы идем в языки и клавиатуры. Языки, это понятно, мы выбираем язык, если у вас он не настроенный. Потом идем в клавиатуру и вот тут надо выставить примерно как у меня. Первое, это у нас вот клавиатура, она подключена. Тут выбран русский язык и дополнительно еще клавиатура выбрана английский язык. И также само вот вторая. Просто чтобы было два языка. Вдруг вы будете искать что-то там на английском языке, або что-то там на русском языке. Следующая галочка отвечает за включение виртуальной клавиатуры. Не помню, она была выключена или нет. Эту настройку я не трогал. Тут вот такие вот параметры. Тут типа показывают, какие клавиши что делают, но почему-то оно у меня не работает, как там написано. Вот, выходим назад. Назад, кстати, это все делается Escape. Просто нажимаем кнопочку Escape. Текущая клавиатура, вот. Клавиатура Android, это понятно. Потом клавиатура Android настройки. Это у нас вот эта клавиатура, которая всплывающая. То есть вид раскладки, вот это все, ее можно выключить, в принципе, управление клавиатурами. Вот тут ее чинк и все, выключаем. Она может и не появляться. То есть, как вы понимаете, да, вот тут нам надо русский, английский. Русский, если хотите, чтобы появлялся первый, выбирайте русский первый. Не всегда это удается настроить нормально, потому что, когда выпадает листок, бывает почему-то галочки убираются. Не знаю, по крайней мере, на моей приставке, можно на каких-то других это работает лучше. Вот так вот, короче, настраивается это на этой приставочке. Обзор на приставку тоже есть на канале, можете перейти, он был ранее. Вот так вот эта клавиатурка работает без проблем, как вы видите, отклик у нее хороший. Вот я ввожу.
Вот я вожу мышкой, да, и все хорошо работает, никаких проблем. То есть хоп-хоп, за пальцем мышка двигается отлично. У продавца на страницах тоже не написано, что вот цвет меняется, у него написано, что можно кнопочкой FM, да, выбрать вот 7 дополнительных цветов, если двигать по тачпаду. Если вот так просто отпустить, цвет сохраняется, да, вы выключили клавиатуру, включили, цвет остался. Но если вы нажмете кнопочку FN, поводите, вот выберете там любой цвет, отожмете эту кнопочку, отпустите палец, и она начинает менять цвет. Не знаю, как это работает, но это работает только у меня. Может, у меня какой-то дефект. Но если у кого-то так само работает, то пишите в комментариях. Буду знать, что я не один такой. То есть, ну, по факту, это обычная клавиатура, как на компьютере, просто более, можно сказать, расширенная, потому что тут дополнительные кнопочки есть. Play, вот эти, громкость, вот она работает тоже, все без проблем. Это тоже, получается, тоже клавиши, они тоже работают. Короче, работает клавиатура классно, я советую, в принципе, у меня претензий к ней нету, можете смело переходить и заказывать. Ссылочки все в описании, там будет пару продавцов, потому что цены меняются, я думаю, кто-то может дешевле выхватить у одного продавца, кто-то у другого, короче так. Ну а вы были на канале Kitai QX, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх, не забываем за колокольчики, не забываем делиться этим видео, это обязательно, вдруг кому-то надо такая клавиатура. Честно, не знаю, работает ли она на Smart TV от Samsung и LG. На всех остальных должна работать, потому что на всех остальных стоит Android платформы. До новых встреч!